Привет всем, с вами Ганзи, и это объединение всех частей в одну сюжета Наруто Белый Лис Канохи. Предлагаю всем тем, кто еще не зафоловился на Twitch, сделать это, ну а также вступить в наш Discord сервер Деревня Шиноби. Там вам очень сильно понравится, ведь у нас там скоро будет уже собственный бот. Ссылки вы найдете в описании. Ну а тот, кто не подписан на канал, подписывайтесь, сразу же ставьте свой лайк и на колокольчик, чтобы супер премьеры не пропускать. Ведь скоро на канале уже стартанет новый сюжет, а это Наруто Белый Лис Канохи. Все части. Приятного просмотра. Поехали! Я супер элитный ниндзя и в любом случае когда-нибудь стану Хокаге, поэтому запомни хорошенько мое имя. Предыстория. 10 октября – день рождения двух мальчиков. Одного звали Менма, а другого Наруто. А что именно произошло, вы сейчас узнаете. Был темный вечер. Минато стоял около кровати, на которой лежала уставшая девушка, которая смотрела на своего мужа. Она ждала ответа, на что Минато погладил ее волосы в знак согласия. Минато появился около алтаря, он стал расставлять печати, на это ушло 10 минут. Хокаге решил вернуться, и когда он прибыл, он не увидел жены, а только мальчиков. Минато подхватил их и переместился к себе домой, а после положил на кровать. Быстрейший человек в мире искал свою жену и нашел спустя час. Она лежала, еле как дыша. Он понял, что Биджу высвободился. Он переместился к своим детям и положил кушану к ним, а сам переместился на монумент Хокаге. Колоссальный девятихвостый лис выпустил изо рта огромную черную сферу, на что Хокаге сложил печати, и бомба исчезла. Все жители Канохи радовались прибытию сильнейшего шиноби в деревне. Через минуту послышался взрыв. Минато снова сложил печати, и огромная жаба упала на лиса. Пока лис пытался освободиться от хватки жабы, Минато стал на голову лиса и использовал Хирайшин. И вот, лис стоял перед алтарем. Минато расслабился, и вдруг появился человек в спиральной маске, и началась битва не на жизнь, а на смерть. В итоге шиноби отступил, а Минато остался без чакры. А вдруг лис замахнул лапу и хотел ударить Минато, но его остановили трое шиноби с водоворотом на спине. «Эй, слабак, ну-ка, запечатал этого лисенка!» — кричал главный из троицы. Минато увидел опущенные глаза шиноби и переместился к жене и сыновьям. Кушана спала, как и мальчики. Минато подхватил двоих мальчиков и переместился обратно. Троица смогла обезвредить лиса цепями. Минато положил на алтарь детей и начал запечатывание. Первым был Менма, в него пришлось запечатать светлую сторону, а в Наруто темную. Минато упал на колени, смотря на детей. Вдруг волосы Наруто посидели, его очи распахнулись, и все увидели глаза мальчика. Один фиолетовый глаз с черным звериным зрачком и белый как снег глаз с фиолетовым звериным зрачком. Это увидели буквально все. Минато опустил взгляд и начал рыдать. К нему подошла троица и постучали по плечу. «Прости, Минато, но у тебя всего два выбора. Либо отдать его в детдом, либо же убить, так как вероятность освобождения лиса слишком высока у него», — сказал один из них, и они исчезли. Минато снова посмотрел на глаза мальчика. На них читалось пофигизм, хладнокровие и спокойствие. Минато подхватил ребенка и переместился на ближайший кунай к детдому. Он взял корзину и уложил его туда, ну а после подложил под дверь, а сам ушел. Дверь открыла молодая девушка с черными волосами. Она увидела мальчика и подняла его.
Девушка увидела разноцветные глаза. Она не испугалась, а просто обняла ребенка, на что он обнял ее в ответ. Тем временем в пещере. «Тоби, а я неплох», – проговорил Зетсу, который был в форме троицы. «Куда ты убрал их тела?» – спросил тот самый мужчина в маске. «Вот же они», – сказал Зетсу и выкинул все 3 тела. Так и начинается новая история о необычном мальчике по имени Наруто. Ненависть. За 3 года девушку уволили из детдома из-за того, что кто-то рассказал о том, что тот мальчик является демоном, который виноват в смертях. Юкина забрала мальчика к себе. Она не считала этого маленького ребенка монстром. Первые 2 года она заботилась о нем, как о собственном ребенке. На 3-й год он научился говорить, читать и писать, что очень удивило молодую мать. Первым словом мальчика стала мама. Юкина не знала имя мальчика и решила сама ему его дать. В итоге она выбрала, как ни странно, имя Наруто, так как ей понравилось это имя из-за одной книжки про великого шиноби, а фамилию она не решилась дать. Если она даст ему фамилию, то клан Учиха все распознает и заберет мальчика к себе. Тем временем Кушина оплакивала смерть своего сына. Целый год она плакала по ночам. Когда Менми был год, Кушина уже была беременна 2 девочками. Во 2-й год у Менмы появились 2 сестренки, которых звали Нарука и Мина. На 3-й год своей жизни Менма научился читать и говорить. И вот наступил 5-й день рождения Наруто. Юкина устроилась на работу, а Наруто уже сам мог о себе позаботиться, так как Юкина научила его готовить простые блюда. На удивление Юкина, он очень быстро всему научился. Наруто гулял по улицам прекрасной Канохи, пахло булками или еще чем-то. Вдруг он врезался в мужчину, который специально перегородил мальчику проход. «Эй, парни, смотрите, кто тут у нас! Сам демоненок!» – крикнул мужчина и резко пнул парнишку, отчего тот отлетел в мусорные ведра. «Наконец-то этот урод вышел из берлоги», – сказал другой мужчина и ударил так по лицу парня, что нос сломался. Избиение 5-летнего мальчика прекратилось, когда к месту избиения прибежали 3 учих. Мужчин смогли сдержать 2 парней учих, а девушка учиха подошла к парню. Как только она увидела, кто он, то сразу же упала на колени и зарыдала. Напарники учихи не поняли, что случилось, но когда они увидели, кого избивали, сразу же опустили взгляд. В тот день казнили 3 бывших чоунинов. Прошло уже 2 недели, а мальчик не просыпался. Он был весь в бинтах. Единственное, что виднелось, это его глаза и рот. На мальчика было страшно взглянуть. Его левая рука была вся в ожогах, плечи были сломаны, как и несколько ребер, синяки по всему телу и ссадины. Его лечила сама Цунаде Сенджу, но даже это не помогало. Минато поставил ультиматум перед Данзо и старейшинами, так как узнал, что они скрывали о жизни Джинчурики, на что они тоже поставили ультиматум. А заключается он в том, что Юкина Учиха больше не подойдет к оружию деревни. Когда Наруто проснулся, он не увидел рядом с собой никого. Он присел на койку и увидел записку. Там было: «Наруто, если ты читаешь это, то прости. Меня больше не будет рядом. Я тебя ненавижу. Юкина Учиха». Наруто дочитал записку и заплакал. Боль прошла по всему телу. Единственный человек, который заботился о нем, ушла. Вокруг парня появилась аура убийства. Все вещи отлетели в стену, отчего весь персонал больницы прибежал на звук. Перед ними сидел парень в бинтах с безумным взглядом, и вокруг него была ужасная аура. Парень держался за голову и кричал. Все узрели темную чакру, которая окружила парня. Доктор хотел воткнуть шприц с успокоительным, но отлетел в коридор. Джинчурики кричал от гнева и боли в сердце. Доктора не понимали, что делать, как сразу появилась Цунаде. Она увидела состояние парня и подошла. Глаза покраснели, а звериные зрачки расширились. Почему-то парень подпустил Цунаде к себе, и она смогла воткнуть успокоительное. Парень уснул. Все, кто были в комнате, тряслись. Цунаде подняла парня и уложила его на койку. Она увидела, что находится под бинтами. Прошло 2 года.
За это время Данза превратил жизнь Джинчурики в ад. Минато пытался остановить главу Корня, но того поддерживали старейшины. Главы кланов узнали о всплеске чакры Кьюби и собирались вовсе лишить мальчика жизни, но Хируза, Фугаку, Кушина и Шикаку просто отказались от этой идеи. Совет не смог спорить с главами самых важных для деревни кланов и передумал. Минато провел реформу ради Наруто. Она заключалась в том, что ни один человек не имеет права вредить Наруто. И еще, Джинчурики получают бесплатное лечение. Совет не был доволен самостоятельности Минато. Тем временем Наруто еле как выживал. Хоть Хокаге и дал полную защиту парню, но денег не хватало. Он ел раз в неделю, что очень не нравилось Хокаге. Но опять же Данза не позволял помогать Джинчурике. Из одежды парень получил черные штаны, черно-белую кофту и такой же свитер. Но чаще всего он ходил в одних штанах, так как его торс был весь в бинтах. Из-за ядовитой чакры Кьюби но Йоку кожа парня разрушалась. Бинты были особенными, они не давали чему-либо причинять парню боль. Но к сильным атакам это не относится. Парню предоставляли заброшенную однушку, которая выглядела как гробница. Кровать была изношена, как и другая мебель. Но на удивление парня, горячая вода и газ были. Был день перед первым днем учебы в академии. В этот день было собрание. «Минато, я предлагаю, чтобы Наруто вступил в корень», — сказал Данза. «Нет», — крикнул Минато и ударил об свой стол кулаком так сильно, что стол сломался. «Минато, это глупо обучать оружие деревни в академии», — проговорил старик, которому было почти столько же лет, как и Данза. «Я сказал нет, он будет обучаться в академии, и это точка», — снова кричал Минато, не скрывая ненависть к старейшинам. «Не тебе решать», — сказала старушка. «Я посмотрю, старейшины возомнили себя главой деревни», — сказал Фугаку, на что получил гневный взгляд старейшин. «Да как ты посмел?» — крикнула бабка. «Я распускаю старейшин», — громко сказал Хокаге. «Это совет!» — не успел сказать Данза, как его перебили. Старейшины никак не помогали Хокаге, а только мешали. «Вот доказательство этого», — сказал Шукаку, после чего кинул документы. В них было описано, как и что делали старейшины. Старейшины только хотели что-то сказать, но их перебили. Старейшинами впредь будут Фугаку Учиха и Шикаку Нару, сказал Минато, на что старейшины покраснели от гнева. Так и закончился совет. Тем временем уже была ночь. Наруто лежал на ужасно неудобной кровати. Он смотрел на прекрасное ночное небо своими разными глазами. Вдруг из фиолетового глаза потекла соленая жидкость, а именно слезы. Слезы стекали по бинтам, как роса по листьям. Было не слышно всхлипов и плача. Была мертвая тишина, которая окутала все пространство около седого парня. И он уснул. На следующее утро Наруто проснулся от ярких лучей солнца, которые нагревали бинты. Наруто присел на край кровати и потянулся. Он знал, что сегодня он пойдет в Академию Шиноби. Не сказать, что он хотел, но его и не спрашивали. Он достал маленькую книжечку из-под кровати. В ней были описаны техники по типу теневого клонирования, хэнгё и так далее. Он изучил все техники за 3 года. Когда он нашел эту книжку, как только он прибыл в эту квартиру, он случайно поломал стол, в котором было второе дно. Видно, какой-то шиноби оставил эту книжку чисто случайно. «Эх, жаль, что здесь нет техник стихийных», — проговорил хриплый голос парня. Он убрал книгу и пошел собираться. Спустя полчаса он уже был полностью собран и пошел в академию. По пути он встречал детей с их родителями, шиноби и простых жителей. Косые взгляды не напрягали парня, и уже давно он к этому привык. Вот только теперь взгляды изменились с ненависти на страх. Вокруг парня была аура, которая отталкивала от себя всех. И вот он уже у входа в академию. Он прошел несколько коридоров учреждения и вошел в кабинет директора. «А вот и ты»,
проговорил старик и задымил трубкой. Наруто подошел к столу и взял бумаги, и сразу же вышел из кабинета. «Бедный ребенок», – проговорил Хирузен и продолжил дымить. Тем временем Наруто дошел до входа в аудиторию. Прозвенел звонок, и позади него образовалась фигура. «Значит, ты новенький», – сказал мужчина со шрамом, или как скрывая отвращение. Наруто стоял и молчал. «Войдешь, когда позову», – сказал Умина и вошел в класс. Наруто смотрел в документы, как вдруг его позвали. В класс вошел высокий парень с широкими плечами и хорошей формой. Его лица было не видно под маской, как и рук. Его разноцветные глаза выдавали хладнокровие ко всем присутствующим. И аура, которая как масло в огонь. «Представься», – сказал Ирука и отдал мел. После чего Наруто подошел к доске и красивым почерком написал имя. Всех удивила очень красивая грамматика парня. Наруто положил мел на стол и пошел на свободное место. «Наруто, надо что-то рассказать о себе», – проговорил Умина. Наруто, стоя около самой последней парты, повернулся к классу. «Меня зовут Наруто, ничего не люблю. Я ненавижу всех. Цели и мечты их нет, как и моих хобби», – сказал парень и сел за парту. Всех раздражал этот наплевательский тон, особенно Менму, Саске и Тору. Наруто проспал все уроки, так как он знал программу наперед. Так и закончился первый учебный день. Наруто вышел из академии и хотел пойти домой, как вдруг к нему подошла группа хулиганов. «Слышь, выскочка, ну-ка отдавай деньги, или тебе будет худо», – сказал главный группы. Хулиганы ждали свободной наживы, как вдруг перед парнем встали три девочки. Первая девочка была блондинка с голубыми глазами цвета неба, вторая девочка была с алыми волосами и изумрудными глазами, а третья была с седыми волосами и черными глазами. «Хей, отстаньте от него», – сказала громко блондинка. «Да какое вам дело до этого куска биомусора?» – спросил второй из группы. «Мы терпеть не можем, когда поднимают руки на слабого», – проговорила серьезно девочка с изумрудными глазами. «Тогда вы тоже получите», – сказал третий из группы. «Ну давай, нападай», – сказала очень уверенно Седовласка. Хулиганы уже были наготове, как вдруг все услышали шаги. Это был уходящий Наруто. Все были в шоке. Вдруг позади Джинчурики появился глава хулиганов и замахнулся, как вдруг Наруто повернулся и схватил кисть хулигана и через секунду сломал ее. Крик был такой пронзительный, что даже взрослые пришли на звук. Они увидели демона Лиса, который шел домой, а позади него сидел парень со сломанной кистью. Академия. Наруто шел на полигон номер 5. Именно там он тренировал все свои техники. Как только он пришел, создал два клона, которые раскладывали печати. Когда клоны закончили, Джинчурики сложил пальцы и появилось 20 клонов. 5 клонов он отправил отдыхать, еще 5 на тренировку очага чакры и еще 10 отправил тренировать тайдзюцу. Сам он пошел на озеро, которое было неподалеку. Как только он туда пришел, он стал раздеваться. Он снял штаны, кофту, и вот остались бинты. Наруто знал, что он может тренироваться в бинтах, но потом ему их сушить. И это длится как минимум 5-6 часов. Если для парня просто дотронуться до чего-либо без бинтов больно, то несколько часов без бинтов означало пытки. Он снял бинты. Без бинтов он был как кукла без фарфора. И вот он стал тренировать ходьбу по воде. Когда он падал в теплую воду, ему было адски больно, и так он упал 10 раз за день. Он обучился полноценно ходить по воде. Силы парня были на исходе, и вот послышался хлопок, и всю усталость как рукой смело. Его голова немного закружилась от огромной информации, но ему не привыкать. Теперь он направлялся домой. Он шел по темным улицам Канохи. В каждом окне он чувствовал злые взгляды, страх, ненависть, лицемерие. Вот что было в окнах. Его все ненавидели, и это парень знал. Он чувствовал каждый нежелательный взгляд, но ему было больнее не от одиночества, а от непонимания. Он не понимал, почему именно он должен страдать, почему именно он
ничего не знает, почему ему никто не помогает. Это чувство застряло в тот самый день, когда его буквально все бросили. И вот он около общаги. Он заходит в квартиру и ложится на кровать. Шум ветра и скрежет сверчков создавали ту самую безмятежность. Он не мог остановить это чувство, но он мог закрыть его под замком. Замком чувств. Сейчас он запер замком безмятежия и спокойствия. И вот он уснул. Он появился в темном помещении. Парень не понимал, что происходит или как он сюда попал, но однозначно он знал, что это не его мир. Перед ним стояли 3 двери – фиолетовая, красная и белая. Каждая из них была настолько особенной, что даже удивляла. Фиолетовая дверь была настолько идеально расписана, хоть было и непонятно, что там написано, но это выглядит красиво. Каждая буква украшала дверь. Красная была настолько странной. Каждый узор двери показывал историю. Единственный понятный узор был огромный девятихвостый лис. Он дремал на пустой равнине. При виде этого узора накатило спокойствие и страх, что это когда-нибудь закончится, а белая дверь отличалась огромными часами, на которых было нарисовано кольца, изумруд или драгоценности, но проблема в том, что они белые. Их не хотелось взять или понаблюдать за бликами от них, а наоборот хотелось пройти мимо. И самое странное, что единственная дверь, которая была открыта, была красная. Наруто вошел внутрь и увидел огромную клетку. За клеткой он чувствовал негативные эмоции. Он хотел подойти ближе, как вдруг вода за клеткой образовала фигуру. Это была морда огромного лиса, которая пыталась напасть на парня. «Вали отсюда, червь! Я не хочу видеть жалких обезьян, как ты!» Кричала морда лиса на все пространство. «Вы кто?» – резко спросил мальчик. «Я Кьюби но Йоку, девятихвостый демон-лис», – рыча проговорил силуэт. «А я Наруто», – сказал парень, почесывая затылок. «Почему ты меня не боишься?» – немного задумчиво спросил Кьюби но Йоку. «Я больше боюсь людей, чем мифических существ», – с долькой грусти проговорил Наруто. «Эх, тебе пора!» – неловко проговорил лис, смотря на потолок. «Но скажи, как тебя зовут?» – также неловко спросил парень. Лис стоял в ступоре. Какой-то пацан не боится его, так еще и хочет узнать его имя. «Курама!» – проговорил девятихвостый, и Наруто проснулся. Снова лучи нагревали бинты. Наруто пристал и понял, что больше ничего не болит. Он резко снял с себя бинты и подошел к зеркалу. В нем он увидел красивого парня с длинными седыми волосами. Он резко дотронулся до лица. Он уже не помнил, каково трогать свое лицо. Как только он понял, что это реально, он заплакал. Слезы были холодными и стекали по щекам. Он не стал скрывать свои эмоции и чуть ли не кричал на всю квартиру. Спустя 5 минут он успокоился, но все равно трогал свою кожу. И вот он стоял перед выбором: одевать бинты, чтобы все думали, что он калека, или больше не надевать их. Минутное раздумье, и он выбрал первое. Он оделся и пошел в академию. Он впервые за долгие 3 года почувствовал радость. Он шел быстро, но не торопился в академию. Он бежал, чтобы почувствовать ветер, который легонько щекотал лицо. Теплый, безболезненный и такой родной. Наруто был на 7-м небе от счастья, и только ублюдок испортит его настроение. Он вошел в класс, несмотря ни на кого, но вдруг перед ним встали 3 парня. Один был блондином с голубыми глазами, другой был с черными, как смола, волосами и такими же глазами. Третий отличался от второго короткими волосами и фиолетовыми полосками на щеках. «Эй, извинись перед моими сестрами и перед Эйей. Они хотели тебе помочь, а ты просто ушел», – раздраженно сказал блондин. Наруто даже не стал обращать внимания и прошел мимо. Вдруг его руку сильно сжали. «Чувак, не будь ублюдком, просто извинись и все», –
сказал третий, который и схватил за руку. Джинчурики резко отдернул руку и хотел сесть, как сразу же второй ударил Барту. «Просто извинись, тебя не просят прыгать с 5-го этажа», сказал второй и сильным ударом об стол привлек внимание всех. Вдруг подбежали те самые девочки. «Менма, Саски и Тору, прекратите!» – громко сказала блондинка и загородила путь к парню. «Мино, отойди!» – сказал Менма, направляясь к Наруто. «Менма, только не говори, что ты собираешься драться с калекой!» – немного удивленно сказала Ая. «Сейчас он извинится и отпустим», – сказали Саски и Тору. «Хватит!» – крикнула Наруто, и Наруто резко встал. Прошло несколько секунд, которые длились как вечность. «Может быть, завалите свои лица? Извиняться я не собираюсь, мне помощь была не нужна», сказал Наруто и вышел из аудитории. Он решил прогулять уроки сегодня, так как смысла нет оставаться, когда все знаешь. Он лег на ветку большого дерева и уснул. Проснулся он от пристального взгляда Седовласки. «Чего тебе нужно?» – раздраженно проговорил парень. «Неприлично разговаривать с человеком, если не знаешь его имя. Меня зовут Ая Хатаки», – проговорила девочка и села около парня. «Мне плевать», – проговорил парень и закрыл лицо руками. «Мне кажется, ты мне понравился», – неловко сказала и смотрела на реакцию парня девочка. Наруто привстал и посмотрел на девушку взглядом. «Ты хоть поняла, что сейчас сказала? Во-первых, ты меня не знаешь, чтобы я тебе нравился. Во-вторых, я тебя не знаю. Во-третьих, ты издеваешься?» Сказал с хладнокровием в голосе парень. «Во-первых, мой папа уже все про тебя рассказал. Во-вторых, ты можешь меня узнать поближе. А в-третьих, нет», сказала девушка, которая была вся красная, как помидор. «Прости, но ты мне не нравишься», твердо сказал парень и уже хотел уйти, как вдруг его рукав схватили. «А что, если я сделаю так, что я тебе понравлюсь?» – спросила Ая, смотря в глаза парня. Ответом стал кивок и испарение. Наруто появился дома и лег на кровать. Он только хотел уснуть, как вдруг кто-то постучался. Парня это удивило, и он пошел открывать дверь. Как только он открыл дверь, увидел Хокаге. «Что мудаку номер 1 нужно от демона?» – спросил парень, смотря прямо в глаза главы деревни. «Я хотел поговорить», – грустно проговорил Минато, после чего Наруто впустил его в квартиру. Они сели за большой стол и смотрели друг на друга минуты 3. «Не можешь ли ты показать свои ожоги?» – спросил Минато, смотря на парня. «Зачем?» – резко спросил Джинчурики. «Сегодня ночью я почувствовал всплеск чакры, которая отходила от твоего дома», – сказал Минато, но на самом деле он почувствовал активность Лиса. «Вот», – сказал Наруто и показал ожоги. «Ладно, теперь о более важной вещи. К тебе не подходили шиноби в масках?» – встревоженно спросил Хокаге. «Нет», – твердо ответил парень. «Тогда ладно. Знаешь, плохо Прогу хотел договорить Минато, как его перебили. Мне насрать на твое мнение больше всего. И пропустил сегодня я академию из-за твоего отпрыска, который меня взбесил. И да, кстати, держи подальше твою мелкую копию от меня», – сказал Джинчурики и начал прогонять Хокаге. «Ладно, но напоследок скажу, не слушай шиноби в масках. Если, конечно, о Намикадзе снова не дали договорить, а хлопнули дверью перед носом». Наруто лег на кровать и попал в подсознание. Наруто оказался перед Лисом, который храпел. «Эй, Курама!» – крикнул Наруто, и Лис сразу же проснулся. «Чего?» – раздраженно фыркнул Лис. «Сейчас ко мне пришел один плохой человек и говорит, что чувствовал всплеск чакры. Ты не мог бы исправить это?» – спросил Наруто. «Насчет этого я уже все сделал, и, кстати, у меня подарок», – сказал Курама и показал огромным когтям, куда нужно встать парню. Наруто подошел ближе, и через секунду Лис дотронулся до лба парня. Тем временем Джинчурики почувствовал огромный всплеск усталости, он еле как стоял на ногах. Тем временем Лис устроился поудобнее. «Что это было?» – крикнул парень, смотря на Кураму. «Я передал воспоминания о огненных техниках, которые я знаю», –
сказал лис и сунул морду под лапы. То есть я смогу использовать огненные техники? Прокричал Наруто, отчего лис закрыл уши. Это воспоминания, а не техники. Ты должен сам их изучить, а я просто помог тебе, сказал Курама и уснул. Спасибо, сказал Наруто и вышел из подсознания. Наступило утро. Наруто лежал на кровати и обдумывал о техниках. Их было много, но 2/3 были бесполезны. Так он лежал несколько минут, как вдруг кто-то постучался. Наруто привстал и пошел к двери. Он открыл дверь и увидел 3 фигуры. Первый шиноби был высокий и широкоплечий, его седые волосы встали как иглы у ежа. Второй был тем же телосложением, но волосы были черные и короткие, и еще спиральный шрам на пол лица. Третий был немного ниже тех двоих. Длинные черные волосы были в хвосте. «Что вам нужно?» – резко спросил Наруто, на что один из троицы вытащил письмо. В нем было написано: «Наруто, это элитные джоунины будут тренировать тебя, пока обучение в академии не закончится. Минато Намикадзе, Хокаге». Как только он прочитал письмо, он скомкал его в шарик и выкинул куда подальше. От действия парня троица приохренела, но стерпела негодование. «Скажите этому придурку, что учителя мне не нужны, ни под каким предлогом», сказал Наруто и захлопнул дверь перед джоунинами. Какаши, мне сейчас не послышалось?» Немного неловко спросил Обита. «Нет», проговорил Какаши, сдерживая удивление. «Я в шоке», проговорил шепотом Итачи, который ожидал радостные крики мальчика, а получилось немного иначе. Через секунду троицы уже не было. Наруто понимал, что они бы могли натренировать стихию огня, но ему не нужны подачки от Хокаге. Как только они ушли, Наруто вышел из квартиры и пошел на полигон номер 5. Сегодня он должен изучить огромный огненный шар, пламя дракона и цветы феникса. Тренировка была настолько сложной, что Наруто создавал пачками клонов, пока его чакра не закончилась. В итоге техники были изучены, но не идеально. Наруто уже хотел уйти домой, как вдруг появился Менма. Менма вышел на середину поля, не замечая Наруто, который стоял у выхода из полигона. Вдруг у второго Джинчурики появился синий шарик в руках. Мысли Наруто. Откуда у этого эгоиста эта сильная техника? Хотя у него же отец, Каги, Как же я завидую этим детям, любящие отец и мать, братья и сестры. Почему я не заслужил этого? Почему я должен страдать из-за какой-то деревни? Да я уничтожу все, не оставлю ни крошечной части этого грязного мира. Единственный, кто мне нужен, это Курама. Менма ударил манекен Расенганом, и сразу же манекен взорвался. Вдруг второй Джинчурики заметил сажу, которая осталась от огненных техник Наруто. Светлый Джинчурики обернулся в ту сторону, где раньше стоял темный. Наруто шел к дому. Бывшие облака образовались в огромную тучу. Она настолько огромная и темна, что даже закрывала солнце под собой. Вдруг полил дождь. Наруто поднял голову вверх и высматривал тучу. Джинчурики хотел получить замок спокойствия, но вдруг мир остановился. Капли, пыль остановилась. Наруто смотрел на молнию, которая чуть его не прикончила, ярко-голубая. Парень отошел от места поражения и оглянулся. Все застыло, как в стоп-кадре. Наруто пошел домой. Прошла минута, и все снова заработало. Дождь лил как из ведра, а молнии летали по всей территории Канохи. Джинчурики осталось немного до дома, как он почувствовал запах гари. Он побежал домой и увидел, как бывшая квартира, сбережения, которые лежали внутри, вспыхнули как спичка. Пожар прибыли тушить только тогда, когда уже все сгорело. Парень, стоя на коленях, смотрел на это. Он не знал, что ему делать. Денег нет. Единственное жилище уничтожено огнем. Он резко встал и пошел, куда глаза глядят. Это заметили спасатели и хотели все узнать, но их остановил главный. Наруто шел несколько минут под дождем. Он уже ничего не хотел. Его пустые глаза смотрели в пропасть. Курама пытался достучаться до Джинчурики, но тот уже не был в себе. Шаг, полет, земля, удар, боль,
Прошла неделя. Наруто лежал в пропасти. Его эмоции просто исчезли, как и остатки доброго мальчика. Курама лечил парня своей чакрой, но даже этого не хватало. Бледное лицо смотрело на небо. Он ничего не хотел и ни о чем не думал. Вдруг в пропасть пришла та самая троица. «Это он», – сказал Какаши и подобрал тело парня. Наруто отнесли в больницу, а сами ушли сдавать отчет. «Что с Наруто?» – закричал Минато на весь кабинет. Он относительно в порядке, но его чакра, она слишком темная и тяжелая, проговорил Какаши. У него стресс. Его дом и сбережения сгорели дотла неделю назад, сказал Обито, почесывая затылок. Эх, свободны, сказал Намикадзе и стал разбирать бумаги. Когда троица исчезла, Минато сжал листок бумаги. Он не знал, что делать. Он хотел вернуть сына, но не мог. Вдруг в кабинет вошла Кушина. «Минато, расскажи, кто такой Наруто? Единственное, что я знаю, что у Джинчурики темной части Девятихвостого», – кричала Кушина на мужа. «Кушина, с самого рождения его родители погибли, а именно 10 октября, когда наш сын умер. Я нашел его и запечатал в него. О нем заботились Юкина Учиха, но когда Джинчурике исполнилось 4 года, его лишили семьи. Он стал калекой из-за ублюдков, которые избили его». Пересказал Минато жизнь мальчика, но наврал в том, что его родители мертвы. «То есть ты оставил маленького мальчика волкам? Ты же сам знаешь, каково живется Джинчурике. А ты? Он будет жить с нами, и это не решается!» – кричала Хабанара на мужа. «Он меня ненавидит», – проговорил Минато. «Это твои проблемы. Сделай все, что можешь, но чтобы он жил с нами», – сказала женщина и хлопнула дверью. «Черт!» – сказал шепотом Намикадзе. Тем временем Цунаде охренела от того, что его кожа восстановилась. «Как?» – кричала женщина, смотря на парня. Цунаде лечила парня 1,5 часа, потому что парень был в порядке. Как только женщина вылечила парня, сразу же побежала к Намикадзе. По пути она встретила недовольную Кушину, но не стала останавливаться. Она без стука вошла внутрь. «Цунаде, как Наруто?» – неловко спросил Минато. «Минато, все его ожоги исчезли», – задыхаясь, проговорила женщина. «Что?» – прокричал Намикадзе. «Он сам в порядке, но вот чакра», – проговорила Цунаде. Разговор продлился очень долго. Минато понял, что случилось, но не стал говорить Цунаде. Тем временем Наруто проснулся. Он не чувствовал ничего, ни гнева, ни радости, ни спокойствия. Ничего. Пустота. Вот что осталось. Он уже не был тем мальчиком, который ненавидел всех. Он стал пустым. Наруто привстал. Его пустые глаза осматривали комнату на наличие еды. Он увидел суп и подошел к нему. Рамен. Наруто стал есть рамен. Ни вкуса, ни радости не было. После он подошел к зеркалу. Он выглядел побитым, синяки, мелкие раны. Наруто взял скальпель и порезал руку так, чтобы он не умер. Боли не было. Является ли теперь Наруто человеком? Дом. Наруто сел на койку. Он закрыл глаза и появился около Лиса. «Тебе повезло, что моя чакра тебя не убила!» – рычал Лис на все подсознание. «Курама, прости», – проговорил Наруто с каменным лицом. «Эх, твои чувства! Прости! Видно, моя чакра навредила твоему мозгу», – сказал Курама, опустив морду. «Не нужно, я сам виноват. Спасибо, что спас», – проговорил Джинчурики с тем же лицом. «Ладно, к тебе пришел Хокаге», – сказал Девятихвостый и выкинул парня из подсознания. Наруто сидел на кровати, как вдруг послышался стук. Наруто не стал отвечать, и через 10 секунд Минато вошел. Он взял стул и поставил его перед парнем, а сам сел на него. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросил Минато. Наруто промолчал. «Эх, Наруто, ты можешь жить у меня. Все равно у тебя нет денег и дома. Кушина хочет тебя видеть», – проговорил Намикадзе. «Ладно», – еле как проговорил Наруто. «Ты полежишь тут денек, и я тебя заберу», –
сказал Минато и вышел из палаты. Хокаге только вышел из палаты, как сразу же увидел ненавистного для себя человека. «Значит, ты решил забрать оружие деревни к себе», – проговорил Данза, смотря на желтую молнию. «Данза, это же ты сделал, зачем ты мучаешь его?» – спросил Минато, на что Данза улыбнулся. «Минато, отдай мне оружие, оно будет у меня под защитой, и я…» – начал Данза свою шарманку, но его перебили. «Я же сказал нет, это решил не только я, но и совет», – сказал Минато и ушел. На следующий день Минато забрал Наруто из больницы и привел его к себе домой. «Вот твоя комната, Кушина придет через полчаса. Если захочешь поесть, все на кухне. Ванна, правая стенка от лестницы, вторая дверь. А я ушел», – сказал Минато и исчез. На кровати Наруто лежала одежда, как у Менмы. Он надел черную майку и свои черные штаны, а остальное убрал в шкаф. Он увидел книгу на столе. Он взял ее и начал читать. В этой книге было написано больше 300 стихийных техник. Но 4 из 5 книги были бесполезные. Вдруг он услышал приближение к двери. Это была Кушина, которая хотела увидеть нового Джинчурики Девятихвостого. «Привет, меня зовут Кушина Узумаки Намикадзе», – проговорила женщина и присела на кровать около парня. Наруто молча смотрел на пол. Кушина это увидела и вздохнула. «Ужин скоро будет готов», – сказала Узумаки и вышла из комнаты. Она понимала, каково быть Джинчурики, и она хотела помочь парню, но он закрыл все проходы. Наруто продолжил читать книгу. Спустя час гостя позвали за стол. За столом сидели Минато и Кушина и о чем-то разговаривали. Наруто присел за стол и начал читать книгу. Спустя 5 минут пришли отпрыски Хокаге, и когда они увидели Наруто, удивились. «Отец, что он делает в нашем доме?» – негодовал Менма, смотря на парня. «Он будет жить у нас. Его дом сгорел, и его деньги тоже», – проговорил Минато, почесывая затылок. «Сядьте за стол», – сказала Кушина, а после Менма и девочки сели за стол. Девочки смотрели на парня. Их удивило, что он такой красавчик. Менма просто ел, как и его родители. «Спасибо за еду», – без эмоций проговорил Наруто и ушел к себе. Прошло 5 лет. Наруто изредка ходил в академию, а тем более говорил. Он все время читал книги или спал. Кушина не смогла подобраться к Наруто, как и Минато. Он просто там жил ночью. Наруто не собирался ложиться спать, а сидел просто перед мольбертом. Он рисовал ночь и луну. Картина была красива и даже гениальна. Единственное, что портило картину, это смысл картины, а именно смерть луны, то есть себя, которая лежала под гильотиной и не пыталась вырваться. Вокруг Луны были звезды, которые наблюдали на смерть Луны. Как только он дорисовал эту картину, он запечатал ее. Вдруг послышались шаги. Это была Нарука, которая перепутала комнату. Она была одета в майку для сна и почесывала глаз. Как только она поняла, что перепутала комнату, резко захлопнула дверь. Наруто присел на край кровати и продолжал смотреть на Луну. Настолько одинокая и особенная, отчего ее ненавидят звезды. Наруто прилег на кровать и закрыл глаза. Он не чувствовал ничего. Наутро его уже не было дома. Он лежал на большой ветке дерева около академии. Он сегодня получит звание генина, и его распределят в команду. Ему хотелось оставаться одному, но он понимал, что Хокаге распределит его в команду. Вот началось распределение. Наруто, Ая Хатаки, Тору Учиха, командир Обита Учиха, проговорил Ирука, после чего вошел Обита и забрал команду. Ая и Тору были рады, что именно Обита будет командиром, так как Обита – отец Тору и крестный Аи, а Наруто было наплевать. Меня зовут Обита Учиха, я люблю книги, я не люблю предательство, хобби читать, цели и мечта стать 5-м Хокаге. Теперь вы, представился Обита.
А меня зовут Тору Учиха, я люблю книги, а не люблю лицемерие, хобби, тренировки, цель стать Хокаге, а мечта превзойти отца, проговорил Тору. Меня зовут Ая Хатаки, я люблю Наруто, а не люблю предателей, хобби делать оригами, цель влюбить в себя Наруто, а мечта стать великой Кунаичи, проговорила Ая, на что Обита и Тору прифигели. Меня зовут Наруто. Я люблю одиночество и не люблю все остальное. Хобби рисовать картины. Цели и мечты их нет, проговорил Наруто. Ладно, завтра собирайтесь на 8-м полигоне, там и будет экзамен, сказал Обита и исчез. 8-я команда разошлись на следующий день. На 8-м полигоне стояли 7-я и 8-я команды, а в 7-й команде были Саски, Менма и Харуна Сакура. Харуна Сакура рассматривала свой идеал, Менма, Саски и Тору разговаривали, а я спала в корнях дерева, а Наруто лежал на ветке и смотрел на небо. Они так и сидели часа 3, пока джоунины не прибыли. Экзамен заключался в том, что две команды должны были забрать колокольчик, который у одного из двух джоунинов. Экзамен начался. Наруто отправил клона со стихией огня, а сам начал читать книгу на ветке дерева. Менма, Саски и Тору разрабатывали план победы над джоунинами, а я следила за движениями джоунинов, а Сакура и клон Наруто защищали Аю. В итоге план таков. Саски и Тору, как основная атака, нападают на командиров. Саски берет на себя Какаши, а Тору Обита. Менма и Наруто работают в поддержку, а девочки как пункт связи. Экзамен начался провалом, так как Саски даже 5 минут не смог сражаться с Какаши, а Тору продержался 10 минут, считая, что клон Наруто ему помогал. Менма пытался спасти Саски, но попал в ловушку. Обита и Какаши атаковала лучшего ученика Академии. И тот проиграл. Остались только 3 генина, но Наруто уже забрал колокольчик, но решил унизить выскочек. Он хоть и не получит наслаждения, но немного удовольствия-то получит. Пункт разгромили за 4 минуты, и остался только Наруто. Какаши и Обита напали на парня со всех сторон, но парень начал сражаться с джоунинами. Бой начался в тайдзюцу. Наруто с легкостью контролировал ситуацию, боли он не чувствовал, а вот джоунины... Да, он сражался как животное, каждый его удар – это неожиданность, но шиноби за счет опыта выигрывали. Вдруг из разных сторон в Какаши и Обита полетели огненные техники, они еле как смогли увернуться. Они посмотрели на место, где раньше стоял Наруто, но его там не было. Вдруг из кустов вышел Наруто, крутя на пальце колокольчик. «Я выиграл», – проговорил Джинчурики и подкинул колокольчик джоунинам. Команда. Джоунины переглянулись. У каждого на лице отображалось «Как, мать его, он это сделал?» Какаша, что делать будем?» – спросил Обита. «Как бы он прошел экзамен, но другим методом. Ладно, они прошли», – проговорил Какаши и начал читать книгу. Сын Белого Клыка не понимал как, когда, где. Конечно, он тоже проходил это испытание, но чтобы победить элитных джоунинов в одиночку... Наруто и джоунины ждали, пока все не проснутся. Первыми проснулся Менма. «Ах, почему? Эх, хей, вставайте! Мы не прошли!» Начал будить всех Менма. Команды уселись на землю, ожидая вердикта джоунинов. Из деревьев выходят двое шиноби. Они встали перед генинами и стали рассматривать их. «Ладно, начнем. Вы в принципе все правильно сделали, но вы настолько неряшливо все сделали, что вот Саски и Тору, например, слишком доверяли Менме и Наруто. А вы нападающая группа, то есть самая сильная. Вы не должны надеяться на помощь. Менма, если бы ты не ринулся помогать Саске, то возможно все изменилось бы. И Сакура с Аей, ваша проблема похожа с проблемой Саски и Тору. Вы должны были следить за нами более внимательно, но вы как-то допустили приближение врага, объяснил Какаши. А почему вы не назвали Наруто? Спросила Ая, смотря на отца.
Он забрал колокольчик, проговорил Обида, почесывая затылок. Что? Крикнули все, кроме джоунинов. Вы должны поблагодарить его. Он стал единственным генином, который забрал колокольчик, проговорил Какаши и посмотрел на ветку дерева, на которой лежал парень. Вы что, шутите? Он? Кричал Менма, смотря на парня. Нет, он и вправду единственный. Экзамен заключался в командной работе, и ни одна из команд не смогла забрать колокольчик, кроме Наруто, проговорил Обита, почесывая затылок. «Не может быть, чтобы это ничтожество было лучше меня», – пробубнил Саске. Джоунины назначили место встречи на завтра. Наруто пошел в лес смерти. Ему было уютно сидеть там. Конечно, он это делал скрытно, чтобы ему не помешали. Он изучил много техник воздуха по типу вакуумные пули, вакуумная стена. Скорость в тайдзюцу была равна Рокули без утяжелителей, скорость реакции как у Учихи и циркуляция чакры как у Узумаки. Он стал выше, окреп. Его седые волосы доставали до поясницы. Он был одет в черно-белый костюм и белую повязку на белый глаз. Он стал тренировать собственные ведения боя. Он старался больше напугать жертву, чем убить. Его резкие и неожиданные атаки просто не давали сопернику отдышаться. Скорость атак была запредельной, но вот урон был маловат. За 5 минут он мог сломать руки и ноги, а на 6-й минуте добить врага. Вдруг Наруто почувствовал чье-то приближение. Это был Данза с отрядом Анбу. «Заберите у него Кьюби», – приказал Данза, потому что если он сможет стать Джинчурики, то сможет свергнуть Минато. «Хай!» – прокричали все анбушники и побежали на парня. Началась битва. Наруто хоть и был сильнее сильного чоунина, но чтобы победить толпу анбушников, этого мало. Он стал получать глубокие раны от клинков, но он все равно не чувствовал ничего. Он продолжал убивать анбушников. Вдруг ему проткнули плечо, потом легкое, а потом ногу. Анбушники начали использовать огненные техники. Тело парня горело как уголь, но парень продолжал сражаться, что не на шутку пугало. Чем больше он получал урона, тем быстрее становился. Когда парня лишили холодного оружия, он использовал чужое. Уже половины анбушников не было, но Данза не торопился прекращать. Вдруг кто-то ударил парня так сильно, что тот отлетел в огромное дерево. Дерево загорелось как спичка, лес стал гореть, и Данза понял, что это может закончиться плохо. Он скрылся с поля боя, оставив своих анбушников. Наруто продолжал убивать их. Остался лишь один член Анбу, который хотел сбежать, но огонь перегородил путь отступления. Вдруг Наруто упал на колени и схватился за голову. Его фиолетовый глаз загорелся фиолетовым пламенем, все вокруг парня стало парить. Анбушника что-то подняло вверх и его настолько сжало, что он взорвался. Место боя было все в крови. Камни летали вокруг парня. Вдруг послышался крик, настолько ужасный, что даже уши вяли. На место битвы прибыл Хокаге и элита джоунинов. Они увидели это зрелище и не знали, что делать. Вдруг Минато сказал, что не стоит идти к парню. Он понял, что если сейчас к нему подойти, то он убьет любого за секунду. Вдруг они почувствовали чакру лиса. Появились 9 хвостов. А Минато смотрел на это, а парень корчился от боли. Огромная доза ядовитой чакры лиса попала в организм и уничтожала его. Бывшие седые кончики волос окрасились в кроваво-красные. Вдруг Минато почувствовал странные чувства и приказал всем отойти. Вокруг парня образовался прозрачный шар, в котором Наруто менялся. То он был маленьким мальчиком, то подростком, а из глаз парня полилась кровь ручьем. Вдруг появились цепи Конго Фусо, которые схватили безумного парня. Это была Кушина и Юи Узумаки, жена Какаши. «Минато, что происходит?» – кричала жена на мужа. «Я точно не знаю», – проговорил Минато, как вдруг появились 9 цепей, которые полетели в Кушину. Кушину спасли
Минато, Какаши, Обита, Итачи и Шисуи. Вдруг у Итачи закрутился Шаринган, и он закричал «Аматерасу!». Купол загорелся черным огнем, но через секунду огня не было. Цепи атаковали всех и вся. Чакра лиса начала создавать форму огромного лиса. Минато уже подумал, что это конец. Как вдруг чакра лиса повернулась к Джинчурике и пыталась спасти парня. Вдруг купол взорвался, и все шиноби улетели на 20 метров от места. Все раны и шрамы парня пропали, но вот кровь нет. Парень сидел на коленях без сознания. Чакра лиса направилась в живот парня и вовсе исчезла. Через 10 минут встал истощенный Минато. Он увидел огромный кратер, который появился под Наруто. Минато быстро взял Наруто на руки и переместился в больницу. Парень не просыпался месяц. Как оказалось, он лишился 4,5 из 5 крови и чакры. Хоть внешне с ним было все хорошо, но внутренности были как каша и мозг. Они нашли проблему, почему Наруто потерял чувства. Они увидели темную чакру около полушария, которая отвечает за чувства, но избавиться от проблемы было невозможно, так как если они попробуют избавиться от этой чакры, то он умрет. Его мышцы вовсе разорвались от сжатия. Данза не смогли найти, он куда-то сбежал. Теперь Данза отступник ранга С. Был совет, в котором обсуждали о Джинчурике. Они решили наложить на Наруто гиндзюцу Шисуи. Минато был недоволен, но не он решал. Наруто проснулся. Он привстал, ничего не чувствовал. Снова он ударил себя по лицу. Снова и снова и снова. Не было чувств. Он хотел ощутить чувство любое, но он не мог. Он схватил скальпель и хотел убить себя, но остановился в миллиметре. «Я ненавижу этот мир», – прошипел парень и встал. Он вышел из больницы и пошел куда-то, где потерял чувства. «Не подведи», – сказал Наруто и прыгнул в пропасть. Он падал, и снова не было чувств, ни страха, ни грусти. Он пустой. Он упал на спину, и снова не было боли. Так он лежал весь день. Он смотрел на уходящие облака. Он встал и пошел домой. Там его ждала семья Хокаге, но он прошел мимо. Он лег в кровать и уснул. Появился он перед дверьми. Только теперь было открыто две двери, красная и фиолетовая. Он пошел к фиолетовой, и его проткнуло цепями. Через минуту цепи пропали, и парень пошел дальше. За дверью была огромная комната, а в середине был алтарь с книгой. Он пошел к алтарю, и чем ближе он подходил, тем больше чакры он терял. Когда он подошел к книге, то у него осталась кроха чакры. Он открыл книгу и прочитал ее за минуту. Он сам удивился, как он быстро читал, но его мысли сбили воспоминания. Он видел двух парней, которые стояли друг перед другом. У одного были белые волосы и белые глаза, а у другого фиолетовые волосы и фиолетовые глаза. Следующая подглава. Предыстория. После смерти Ашуры и Индры, где-то в далекой деревушке живут два необыкновенных мальчика. Одного зовут Широи, а другого Риками. Широи с самого рождения обладал даром видеть будущее на 1 минуту вперед, пока Риками мог телепортироваться. Однажды. «Тетя Мику, можно взять одно яблоко?» – спросил беловолосый мальчик. «Да, конечно, Широи», – сказала женщина и дала мальчику 2 яблока. «Спасибо», – поблагодарил мальчик и убежал. Мальчик бежал на речку, чтобы искупаться. Вдруг он встретил фиолетоволосого мальчика. «Куда спешишь?» – спросил Риками. «Да вот, искупаться хотел», – сказал Широи, побежав на одном месте. «Я тоже пойду», – сказал фиолетовый и пошел за быстрым мальчиком. Мальчики часто любили играть в гонки. Кто быстрее? Широи резко остановил время и быстрее побежал к реке. Когда минута прошла, он уже был около реки, как вдруг он увидел, что Риками уже там. «Так нечестно!» – запыхавшись, проговорил Широи. «Хе!» – хихикнул Риками. Они купались весь день, а после они ходили на скалу.
и там они всегда разговаривали. «Риками, почему тебя ненавидят?» – наивно спросил Широя, смотря на Риками. «Они ненавидят меня, потому что я особенный», – сказал парень и встал. «Но я тоже такой же», – проговорил парень. «Они считают тебя посланником богов, а меня посланником дьявола», – проговорил Риками и потрепал седые волосы Широи. «Ты не такой, ты добрый и играешь со мной», – крикнул Седовлас, смотря на Риками. «Обещай, если меня не станет, то ты уйдешь отсюда», – проговорил фиолетово-волосый. «Обещаю», – сказал Широи и дал мизинец. Вечер того же дня. «Широи, ты зачем гулял с этим отродьем?» – кричал отец на сына. «Он не отродье, его зовут Риками», – кричал парень в ответ. «Ты хотя бы знаешь, что он сделал со своими родителями?» – спросил отец, на что Широи посмотрел отцу в глаза. «Он убил их. Убил жестоко и не щадил. И ты хочешь сказать, что он хороший?» – кричал отец на сына, после чего Широи опустил взгляд. Вдруг кто-то ударил Широи, отчего он вырубился. «Ты уверен?» – спросил тот, кто ударил. «Мы сегодня должны устранить заразу в обществе», – сказал отец Широи и взял топор. Тем временем Риками смотрел на свой дом, в котором он жил с родителями. Он помнил, как это было. Не он их убил, а отец Широи. Но так как он авторитет в деревне, ему все поверили. Вдруг дом вспыхнул как спичка. Риками побежал спасать дом, но он увидел толпу с оружием. Он сразу понял, чем это может закончиться, и собирался взять с собой Широи. Но он понял, что не может телепортироваться в дом Широи. Он побежал к нему через толпу, которая перегородила путь. Мальчика били, но он бежал к другу. Как только он вошел за порог, его грудь проткнул. Он видел спящего Широи и хотел дойти до него, но не мог. Он телепортировался далеко от деревни. Он лежал весь в крови под каким-то странным деревом. Он рыдал от беспомощности, и он умер. Но закончилась ли история Риками? Широи проснулся под утро. Он ничего не помнил со вчерашнего дня. Единственное, что он помнил, это обещание. Но он не помнил, кому он обещал его. Он вышел из дома и увидел дом, который сгорел. Он сразу подбежал к нему и начал расспрашивать тех, кто был там. Они ничего дельного не говорили. Единственное, что они сказали, что житель этого дома мертв. Прошло несколько лет. Широи за эти года смог обучиться чакре отшельника. Жители считали Широя спасителем, который защитит их от нападений. Так и было. Широи стал главой деревни и поженился на Коре. На скале стоял мужчина лет 25 и его жена. Они смотрели на будущее территории деревни. Как вдруг мужчина упал на колени и схватился. Это было видение, в котором было большое дерево с черными плодами. Около него стояли люди в черной жидкости. Они убивали все и вся, и так они уничтожили мир. Широи приказал жене бежать домой и укрыться, а сам побежал к дереву. Тем временем тело Риками продолжало лежать под тем самым деревом. Вдруг какое-то черно-белое существо подошло к нему. Оно взяло черный плод и накормило Риками, и через секунду исчезло. Тело Риками начало тонуть в черной жидкости. Это длилось час, и Риками встал. Он не был похож на человека и сразу побежал к деревне. Риками бежал как зверь, несмотря ни на что. Тем временем Широи был уже у дерева. Он увидел застывшую кровь. «Техника огромной огненной стены!» – прокричал он. Дерево стало гореть не красным огнем, а фиолетовым. Вдруг Широи что-то почувствовал и побежал к себе в деревню. И что он увидел, просто изменило его мир. Он увидел Риками, который одной рукой держал Кору, которая была уже мертва. Он оглянулся и увидел, что все мертвы. Чувства переполняли мужчину, и он начал плакать. Риками отпустил бездыханное тело девушки, и вдруг что-то заскребло в душе Риками. Он увидел Широи. «Широи», – проговорил Риками. «Да как ты посмел убить то, что мне было дорого?
кричал Широэ и полетел в Риками. Широэ сражался быстро и точно, из-за этого Риками пытался победить, не ранив его. Широэ не помнил Риками, а вот Риками помнил Широэ. Вдруг Широэ ударил ногой так сильно, что Риками отлетел в дерево. Риками начал держаться за голову, и его глаза почернели. Через секунду Широэ отлетел на 200 метров. Широэ успел остановить время и спасся. Как только время вновь пошло, он отлетел в скалу. Риками телепортировался и избивал Широэ. Вдруг Широэ схватил ногу Риками и выкинул в реку, но парень не пошел под воду, а остался на воде. Седовлас сложил печати, и в Риками полетело более сотни огненных шаров. Но фиолетоволосый закрылся черной лапой из жидкости. Так они сражались 5 часов, пока у них не осталось сил. Они стояли друг перед другом. Вдруг через секунду Риками проткнул Широэ черным лезвием, а Широэ схватил того за плечи. «Печать белой луны!» – крикнул Седовлас, и через секунду тело Риками покрылось белыми рисунками. Риками проснулся и увидел, что сделал. Широэ уже был мертв. Риками дотянулся до лба своего бывшего друга и умер навсегда. Их души стали путешествовать по всей планете и по всем временам, но чаще всего их реинкарнации не доживали до 5 лет. И Наруто – единственная реинкарнация, которая объединила две души, и он прожил так долго. Новая сила. Наруто просмотрел все воспоминания Широэ и Риками. Он не знал, что и думать, но вдруг он проснулся. Все вокруг летало. Он увидел в зеркале свой фиолетовый глаз. Он сиял, как луна в ночном небе. Он вышел на улицу через форточку. На улице была ночь. Он сел и смотрел на луну. Вдруг он почувствовал приближение. «Наруто, почему не спишь?» – спросил Минато и присел около парня. «Не спится», – проговорил Наруто и вытянул руку к луне. «Тебе не кажется, что луна очень красивая в такие ночи?» – спросил мужчина, на что Наруто сжал руку. «Знаешь, Минато, я ненавижу луну. Я хочу увидеть ее смерть», – проговорил Наруто и встал. «Что ты будешь делать?» – резко спросил Минато. «Завтра начну помогать команде выполнять задания. И, кстати, когда будет экзамен на Чоунина?» – спросил Джинчурики, на что Хокаге покачал головой. «Я даже не удивлен. Откуда ты знаешь про экзамен? Он будет через месяц», – проговорил Минато и тоже встал. «Натренирую твоего сына и дочек. И да, моя оплата за проживание будет их защита во время экзамена», – проговорил Седовласый и ушел, куда глаза глядят. Он шел по улицам ночной Конохи и наслаждался тишиной. Наруто увидел перед собой Джоунина, который явно ждал кого-то. «Тебя же зовут Наруто?» – спросил парень, смотря на Наруто. «Да», – ответил Джинчурики, на что Джоунин активировал Мангекё Шаринган. «Прости, но это мое задание. И кстати, я Шисуэ Учиха», – сказал Шисуэ и использовал свое гензюцу. Наруто не успел среагировать и попал под него. Парень упал без сознания. Шисуэ подошел к парню и взял его на руки. Он стер почти все воспоминания. Он оставил навыки и техники, которые парень изучал. Шисуэ понес парня к Хокаге. Прошел месяц. Наруто совсем изменился. Его эмоции постепенно возвращаются, а особенно хорошие. Ему внушили, что он любит Коноху и хочет стать Хокаге. Все, кто знал парня, приказали не напоминать о его прошлом. Менма подружился с этим Наруто и даже подумывал называть его своим братом. Кушина и Минато стали считать его своим сыном, а девочки вовсе начали называть его братцем. Единственным человеком, который прекратил контактировать с Наруто, стала Ая. Она понимала, что он не тот, кого она любила, и решила больше не общаться с ним. И вот наступил день экзамена на Чоунина. Наруто стоял у входа и ждал своей команды. Первым пришел Тору, который был в хорошем настроении, а последней пришла Ая, которая, как всегда, делала вид, что не замечает Джинчурики. Троица сразу вошла в правильную аудиторию и стала ждать начала первого этапа. Через 5 минут пришла 7-я команда. «Привет всем!» – крикнул Наруто, махая 7-й команде.
«Привет, Нару», – проговорил Менма и стукнул кулаком об кулак. «А где Мино и Наруко?» – резко спросил Джинчурики. «Они решили сдать экзамен на следующий год», – проговорил второй Джинчурики и почесал затылок. «Понятно», – немного грустно проговорил Наруто. Вдруг к ним подошел парень в очках и стал пояснять о сложности теста и вообще про экзамен. Что-то внутри Наруто кричало «Не верь!». Но наивный парень доверился полностью. Начался первый этап. Перед классом стоял мужчина, от которого веяло ки. Ученики стали нервничать насчет этого. Тем временем Наруто рассматривал всех. Всем выдавали тесты, и начался этап. Наруто хоть и не был гением, но тест ему показался легким. Он не понимал, откуда он это все знал. Джинчурики выглядел как читер, который когда-то заполучил знания, которые он не изучал. В итоге все закончилось хорошо. Прошло 20 команд. Как только Морино объявил, что все, кто был в аудитории, прошли, в окно влетела развратная женщина и стала махать листом, в котором были то ли поздравления, то ли еще что-то. Было непонятно, так как она слишком быстро его махала. Она начала высказывать о том, что почему так много прошло, и что она отсекет 80% из суммы. В итоге все участники вышли во двор и стали забирать свитки. У команды 8 был свиток неба. Как только команда 8 вошла в лес, Наруто взял печать, которую он на всякий случай припас, и запечатал туда свиток и прилепил его на левый бок. Они решили сразу завершить этап и стали искать врагов. Они нашли две группы. Ая и Тору нападут на первое, а Наруто на вторую. В итоге они получили свиток неба и земли, что даже очень хорошо. Когда они бежали к башне, они увидели седьмую команду. «Эй, лодыри, какой у вас свиток?» – спросил Наруто, стоя на ветке огромного дерева. «Земля!» – крикнул Менма, на что получил свиток неба. Команды 7 и 8 быстро направились к башне и прибежали первыми. Вторыми прибежала команда песка. Все эти 3 дня они либо общались, либо спали. Когда команды, которые пришли, то Хокаге объявил о третьем этапе. В нем будут участвовать команда 8, команда 7, команда из песка и команда Досу. Когда объявление закончилось, все разошлись. Наруто пошел на полигон номер 5 потренировать новую технику под названием Алый доспех. Ветер делает оболочку, в котором человек находится, а огонь, который будет охватывать оболочку, создает плотную защиту. Но вот проблема в том, что это оружие с 2 лезвиями. Если что-то пойдет не так, то пользователь пострадает. Наруто изучал и улучшал эту технику все время, и сегодня он наконец попробует ее. Наруто сложил печати, и вокруг него образовался ветер силы шторма. Вдруг ветер вспыхнул, и образовался горячий порыв, который не позволит никому подойти. Вдруг Наруто взмахнул правой рукой, и появился шторм с размером дома, с чердаком. Деревья стали разрушаться за секунду. Парень упал на колени от резкой перегрузки тела. Он лег на землю и стал смотреть на небо. Он не понимал, кем он был в прошлом и является ли оригиналом. Вдруг он появился в подсознании. Он увидел 3 двери, только уже все были открыты. Он хотел войти в фиолетовую, но решил повременить и пойти в белую. За белой дверью был мальчик. Он был ранен и избит до крови. Его седые волосы окрасились в красный, а глаза были закрыты. «Привет, меня зовут Наруто. Как ты?» – резко спросил Наруто, смотря на мальчика. Вдруг мальчик повернулся, и Джин увидел маленькую копию себя. «Привет. Меня зовут, если честно, я не помню», – проговорил мальчик, почесывая затылок. Может, тебя назвать? Кира?» – спросил Наруто, смотря на паренька. «Кира? Хорошее имя», – проговорил Кира и встал. «Значит, ты не знаешь, кто ты, как и я», – проговорил парень, смотря на Киру. «Я помню красные глаза с черными запятыми, фиолетовое свечение и белую комнату. Это все», – рассказал паренек и почесал затылок. «Шаринган?» – спросил Наруто. «Я не знаю, что такое шаринган, но, наверное, да», – неуверенно ответил мальчик. «Что у тебя с рукой?» – прокричал парень, увидев руку Киры, которая исчезала. «Я сам не знаю, но я думаю, что скоро умру», – грустно проговорил Кира.
Это печально, но возможно я могу помочь тебе, прокричал Джинчурики. Я не знаю, но меня что-то тревожит. Твои воспоминания. В каком смысле? Спросил Наруто. Они как-то связаны со мной, будто нас хотят уничтожить, проговорил Кира. А ты не можешь залезть ко мне в голову? Спросил Джинчурики, смотря на Киру. Я могу попробовать, но вот это продлится месяц или больше, проговорил Кира. Ладно, пока, Кира, прокричал Наруто и проснулся. Этот месяц не будет описываться, просто опишется ситуация, что делали Кира и Наруто. Прошел месяц. Наруто продолжал тренировать алые доспехи, и теперь он может выпустить 6 торнадо. Кира за все это время смог разблокировать часть сознания. Ему было сложно из-за того, что уже не было половины тела, но он продолжал. Настал день этапа названия Чоунина. На стадион прибыло большое количество людей всех возрастов. Хокаге объявил о начале этапа, на что все на трибунах начали хлопать. Первая линия: Досу Саски Учиха, Кин Сакура Харуна, Заку Тора Учиха, Темари Ая Хатаки, Канкуро Менма Намикадзе, Наруто Гаара. Досу проиграл за счет того, что Саски был быстрее и у него Шаринган. Кин и Сакура Харуна проиграли обе. Заку проиграл за счет того, что выпендривался перед Торой, на что Учиха немедленно устранил его. Темари проиграла за счет быстрых атак Аи и своей медленности. Канкуро проиграл за счет скорости Менмы, которой хватило увернуться от всех атак. Гаара проиграл за счет своей невнимательности. Наруто использовал огненные техники и делал из песка стекло, так и проиграл песочный. Вторая линия: Саски против Тору. Ая автоматически получает звание Чоунина. Менма против Наруто. Саски и Тору проиграли оба, потому что не смогли рассчитать силу удара и дали друг другу по челюсти. Наруто и Менма стояли на двух концах арены. Вдруг они побежали друг на друга. Менма по-тихому стал разбрасывать печати, и Наруто готовил свою технику. Через секунду они встретились кулаками. Вдруг Наруто вспыхнул, отчего Менма отлетел. Это были алые доспехи. Менма сложил печать, и перед ним появился алтарь, на котором был меч. Он схватил его и побежал на Наруто. Джинчурики сражались на полной, но больше проблем было у Менмы, который даже подобраться не мог. Он понял, что нужно навредить воздушной оболочке, и все. Но это было почти невозможно. На арене буйствовали 3 торнадо, и это усложняло битву. Менма стал использовать печати на полную. Он пытался сделать все, что мог, но опять ничего не получалось. Вдруг Менма почувствовал боль, и это был ожог на левой руке. Он хотел уже сдаться, так как не видел выхода, как вдруг он увидел, что Наруто остановился. Тем временем в подсознании парня. «Кира, ты что творишь?» – кричал Наруто на Киру. «Наруто, почему? Почему ты забыл про меня? Ты же хотел мне помочь, но бросил. Весь этот месяц, где ты был? Посмотри на меня!» – кричал Кира, у которого почти все тело пропало. «Кира», – проговорил парень, – «ты вообще хочешь узнать, кем ты был?» – резко прокричал мальчик. «Нет», – проговорил Наруто в лицо Киры. «Знаешь, я узнал, кем был я и ты, но теперь я понял, что ты такой же», – сказал Кира и дернул какую-то ниточку. Наруто стал исчезать, а Кира, наоборот, рос и восстанавливался. «Я и есть хозяин этого тела!» – крикнул Кира, и Наруто исчез. В реальном мире Наруто остановил действие техники. Менма переместился и хотел дать ногой по лицу, как вдруг Наруто схватил ногу и откинул Менму в стену. Минато понял, что это уже настоящий Наруто. Шисуи бежал восстанавливать гендзюцу. Вдруг все вокруг парня полетело. Он выпрямил руку в сторону Хокаге. Как вдруг Минато проткнула игла из камня, которая моментально убила его. Все на трибунах подскочили с места, чем поплатились жизнями.
Каждого из них проткнули иглы. Исключением стали элитные джоунины. Ая, Мина, Нарука и даже Кушина погибли. Джоунины начали использовать техники, как вдруг время остановилось. Единственный, кто мог двигаться, был Наруто. Наруто махнул рукой, и каждого из джоунинов задавили камни. Остался только Менма. Наруто поднял руку, и над Менмой образовался шар из камней. Он резко посыпался на парня и убил того. Время стало идти. Все вокруг были мертвы. Дети, женщины, мужчины, все без исключения. Наруто поднял две руки, и из них полетели два луча. Один был белый, а другой фиолетовый. Небо покрыл бело-фиолетовый рисунок, и через секунду все люди на планете, кроме Наруто, были стерты. Наруто подошел к телу Минато, взял за шиворот и поднял так, чтобы лицо было видно. Ну что, отец, ты добился всего, чего хотел. Ты хотел спасти их всех, но именно ты создал монстра. Я даже рад, что ты бросил меня. Жалко, ты не можешь посмотреть, каким ты меня сделал, сказал Наруто и выкинул тело. Наруто щелкнул пальцем, и появился трон. Он полетел к нему и сел. Смотря на кровь всех, он не чувствовал ничего, кроме безумной радости. Так Наруто и сидел до того момента, пока не умер. Наруто появился в каком-то пространстве. Он огляделся и понял, что что-то тут не так. Джинчурики хотел использовать чакру, но не получалось. Вдруг он снова увидел эти двери. Красная была разрушена, фиолетовая открыта, как и белая. Седовлас зашел в белую комнату и увидел двух мужчин. Это были Широи и Риками. «Значит, этот малолетка уничтожил вселенную?» – спросил Риками. «Ну да. Так вот, меня зовут Широи, а его Риками. Ты наша реинкарнация, и я хочу предложить тебе обмен. Я и Риками перезапускаем вселенную, а ты не будешь владеть нашей силой», – проговорил Широи. «Подожди. То есть я стану обычным парнем? И отец-индивидуум меня не бросит из-за внешности и взгляда? Если я получу хорошую жизнь, то я согласен», – проговорил Наруто. «Я могу изменить некоторые параметры вселенной, и да, ты получишь ту самую любовь, которую ты заслуживаешь», – сказал Белый Бог. «Но тогда твои воспоминания уничтожатся, и мир просто-напросто перезапустится», – сказал Фиолетовый Бог, на что Джинчурики покачал головой в знак согласия. «Ну тогда», – проговорили боги и щелкнули пальцами. Мир был перезапущен с нуля. Вот так и заканчивается история про белого лиса Канохи. Конец. Итак, спасибо всем, кто досмотрел этот сюжет до конца. Надеюсь, вам он очень понравился. Тот, кто досмотрел до конца, напиши обязательно свой комментарий об этом, ведь ты герой. Кто не подписан, не забудь это сделать и нажать на колокольчик. Также вступить в Discord сервер обязательно, зафоловиться на Twitch и в группу ВК заглянуть по желанию. Ну а с вами был Ганзи. Это было объединение всех частей Наруто Белый Лис Канохи. Еще услышимся.